Илон Маск — фигура, которая всегда умела выделяться. Казалось бы, его успех в компаниях Tesla и SpaceX связан исключительно с инновациями. Однако в последние годы его интересы явно выходят за пределы технологий. Почему же ему вдруг стала интересна политика и, более того, поддержка ультраправых? На первый взгляд это может показаться неожиданным поворотом. Маск — человек, которого всегда интересовало будущее человечества, возможно, увидел в политике возможность более масштабного влияния. Нарастающие социальные и экономические напряженности могли подтолкнуть его к решению поддержать такие радикальные идеи. Недовольство обществом? Возможно. Недовольство укоренившимися политическими структурами? Более вероятно. В глубине его раздумий могут скрываться желания реформ или ощущение, что нынешняя система далеко не совершенна. Безусловно, его решение вызвало как восторг, так и немалую долю шока среди его последователей и общественности. Но какие дальнейшие шаги предпримет этот технологический магнат? Какое влияние это окажет на политический ландшафт в ближайшем будущем? Погрузимся чуть глубже в последствия этого беспрецедентного шага. Решение Илона Маска создать собственную партию и поддержать ультраправых может стать настоящей бомбой для политической арены США. Представьте себе, как быстро начнут дрожать устоявшиеся политические колонны. Когда столь влиятельный и харизматичный человек вступает в игру, возникает целый каскад последствий. Сторонники двух основных партий мгновенно оказываются перед выбором, оставаться ли верными прежним убеждениям или перейти на сторонние, более радикальные позиции. Это движение Маска может привлечь к себе множество независимых избирателей, которые давно разочаровались в традиционной политике. Каждая его речь, каждый твит начинают интерпретироваться различными группами в самых разных углах страны. Новая партия становится маяком для всех, кто ищет обновления и реформы. И не забывайте, что Маск не просто бизнесмен. Он обладает способностью вдохновлять массы. Также не стоит рассчитывать на отсутствие сопротивления. Старые игроки будут стараться противостоять движению, защищая свои интересы. Тем временем американская политическая арена становится местом для новых столкновений и альянсов, создавая нестабильность и потенциальные изменения. Но какое тайное оружие подготовит Маск для этих мощных тектонических сдвигов? Впереди нас ждет новая волна изменений и потрясений. Масс-медиа словно под лупой рассматривают каждое движение Илона Маска, и решение стать политическим игроком только разжигало их интерес. В новостных студиях жаркие споры. Кто-то восхищается его смелостью, другие вскрывают скандалы. Заголовки пестрят сенсациями, каждая из которых привлекает внимание не только американских граждан, но и мировой общественности. Социальные сети заполняются мемами, дискуссии кипят на форумах. Маск стал центром планетарной медиавселенной. Революционно настроенные блогеры раскапывают его старые твиты, ищут намеки на экстремизм или вызовы системе. В это время телевизионные аналитики делятся на завзятых критиков и не менее ярых защитников, сопоставляя его шаги с политическими движениями прошлого. Пока одни СМИ расследуют, что стоит за такой радикальной переменой, другие настроены на анализ возможных скандалов, которые могут вспыхнуть вслед за решением Маска. Авторы различных колонок настойчиво пытаются угадать его цели и намерения, навеять перемены или же извлечь выгоду из обострившейся ситуации. Какие неожиданные союзы или предательства могут возникнуть на экране вашего телевизора? Вокруг Маска крутится неизбежная интрига, и это лишь начало разворачивающейся мозаики перемен. Особый интерес вызывает вопрос, кто станет на сторону Илона Маска в его новом политическом походе, а кто из сегодняшних лидеров сделает шаг назад и станет его противником. Среди тех, кто потенциально может поддержать Маска, могут оказаться некогда независимые политики и бизнес-лидеры, которые уже успели выразить свои инновационные идеи и желание изменить мир. Они могут увидеть в Маске не просто союзника, но и возможность реализовать собственные дерзкие проекты в более радикальном ключе. Их интересы могут пересекаться в стремлении к технологическому прогрессу и новым экономическим возможностям. Кроме того, успешные предприниматели, ставшие одержимыми идеей реформирования устоявшихся систем, могут также встать на сторону Маска. Эти люди привычны искать выгоду в нестабильности и изменениях, видя в новой партии способ ускорить собственные инновации и идеи. Старая гвардия, укоренившаяся в традиционной политике, скорее всего, встретит сопротивление, пытаясь защитить свои устоявшиеся позиции от посягательств продвижения ультраправых идей. Некоторые корпоративные гиганты и их лидеры могут враждебно относиться к настойчивым переменам, боясь за потенциальные рыночные изменения. У столкновения интересов могут появиться свои герои и антигерои, и каждый шаг Маска будет тщательно проанализирован конкурентами в попытке найти уязвимые места. Однако в мире, где границы между политикой и бизнесом
Союзом становятся все более размытыми, любые деловые альянсы могут превратиться в политические союзничества или ожесточенные противостояния. Возникает вопрос, какие неожиданные партнерства или, напротив, личные конфликты сформируются вокруг этой быстро меняющейся сцены. Еще многим предстоит проявить себя в этой игре, а пока Маск готовится сделать свой следующий ход. Как предприниматель, привыкший добиваться успеха в мире инноваций, Маск может использовать свою партию как платформу для продвижения технологического развития. Однако это не обещает только положительные последствия. Волнения на политической арене могут создавать нестабильность на финансовых рынках. Инвесторы будут реагировать как на новые возможности, так и на риски, стоящие за радикальными переменами. Компании, которые оказываются в центре внимания Маска, могут получить уникальный шанс на рост, в то время как традиционные игроки могут опасаться за свои позиции. Инфраструктурные и энергетические секторы, которые всегда привлекали интерес Маска, готовы стать ареной смелых экспериментов и перемен. Возможно, его влияние будет аукционами активно приобретенных технологий, делая их более доступными широкой аудитории. Однако на кону находятся индустрии, давно устоявшиеся на своих позициях. Как они отреагируют на стремительное продвижение вперед предпринимателя, который готов управлять политическими и экономическими ветрами, остается загадкой. Может скрываться непредсказуемое взаимодействие множества факторов, которые определят, куда именно направятся эти перемены. Илон Маск всегда был на передовой технологических инноваций, и его новый политический шаг может кардинально изменить их вектор развития. С появлением собственной партии Маск способен внедрить свои идеи в законодательные инициативы, что может существенно ускорить развитие определенных технологических отраслей. Это открывает возможности для создания новых регулирующих стандартов, поддерживающих передовые разработки, таких как беспилотный транспорт, искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии. С новым политическим вектором технология может перейти на совершенно другой уровень интеграции в общество. Например, использование блокчейна в госуправлении или массовое внедрение 5G для поддержки городской инфраструктуры будущего. Но стоит помнить, что такие радикальные изменения всегда сопровождаются сложностями. Становится ли технология инструментом улучшения качества жизни или причиной для роста общественного недовольства? Технологические гиганты неизбежно примут участие в этом изменении ландшафта, конкурируя за влияние в новой экономике. Одни могут увидеть возможности для расширения, другие — риски сокращения своих привилегированных позиций. Все это, конечно, будет вызывать бурю дискуссий и, возможно, спровоцирует новые технологические революции. Теперь перед нами открывается интригующее будущее, обещающее быть полным неожиданностей, где законы и новейшие технологии будут идти рука об руку. Однако, какие конкретные инициативы Маск может предложить, чтобы сдвинуть технологический маятник в нужную сторону, и какие последствия это может иметь? Общество всегда было неотъемлемой частью изменений, и шаг Илона Маска в сторону политики не стал исключением. По всей стране гудит голос народа, от городских площадей до уютных домов. Каждый житель, чувствует ли он себя обеспокоенным или воодушевленным, не остается в стороне от этой резонансной темы. Разговоры касаются всего, от этических вопросов до личных мнений о будущем страны. На улицах Нью-Йорка прохожие с жаром обсуждают, как поддержка ультраправых идей может сказаться на их повседневной жизни. Одни видят в этом шансы на улучшение экономической ситуации и новые возможности для молодежи. Другие, напротив, переживают за сохранение демократии и опасаются усиления поляризации в обществе. В малых городках жители делятся своими переживаниями, считая, что такие перемены могут привести к дестабилизации местного управления. Молодые активисты устраивают митинги, выступают со страстными речами, пытаясь донести свое мнение до как можно большего числа людей. В это время старшее поколение вспоминает былые политические потрясения, подходя к нововведениям с осторожностью. И хотя голоса разнятся, все они сливаются в мощный хор мнений, который определяет настроение страны. Как долго продлится этот гул общественного обсуждения и как он повлияет на дальнейшие решения Маска и его новой партии? События только начинают разворачиваться, и нас ждут новые неожиданные оттенки реакции со стороны мирового сообщества. Когда Илон Маск взрывает американскую политическую арену, внимание к этому событию выходит далеко за пределы Штатов. Мир не может оставаться равнодушным, и реакция разных стран становится лакмусовой бумагой для настроений в глобальной политике. Страны-союзники США могут начать пересматривать свои стратегические отношения, оценивая, какие изменения в политике может принести новая партия.
Для некоторых наций это будет возможностью для укрепления связей, в то время как для других — поводом для усиления напряженности. Европейские лидеры, например, могут проявить интерес к идеям Маска о технологическом партнерстве, особенно если они сочтут их выгодными. Азиатские гиганты, напротив, могут воспринимать его движение как вызов своим амбициям в области технологий. Китай, в частности, вероятно, станет разрабатывать новые стратегии, чтобы сохранить свои позиции в мировом соревновании за влияние. Однако не только мощные государства присматриваются к происходящему. Развивающиеся страны также анализируют возможные последствия, стараясь выделить выгоды или угрозы для своих экономик. Непредсказуемость ситуаций, вызванных новым политическим курсом, заставляет каждую страну проявлять осторожность и проявлять бдительность. Таким образом, мир становится свидетелем не только изменения внутренней политики США, но и потенциальных международных сдвигов. И как Маск собирается справляться с этой глобальной волной интереса и реакции? Впереди могут быть необратимые последствия и новые пути, которые раскроются под влиянием этого нестандартного игрока на мировой сцене. Когда вместе с Илоном Маском мы переживаем потрясения и перемены, стоит задуматься о уроках, которые это приносит. В этом непростом сценарии довольно трудно не упускать из виду, что главные выводы — это не просто политические или экономические изменения, но то, как мы как общество реагируем на вызовы и трансформации. Эта ситуация учит нас важности критического мышления и открытости к диалогу. Общество, разделенное между поддержкой и скептицизмом Маска, становится показательным примером того, как важно уметь слушать и учитывать разносторонние мнения. Мы видим, как технологии, политики и экономики могут легко переплестись, создавая новую реальность, в которой нам нужно находить баланс. Эти перемены также подчеркивают, как важно быть готовыми к неопределенности и изменчивости. В эпоху глобальной нестабильности наши способности быстро адаптироваться и принимать решения становятся решающими факторами нашего будущего успеха. Это требует от каждого из нас развития гибкости и готовности учиться новому. Наконец, это событие напоминает нам о том, что даже самые инновационные и мощные идеи могут встречать сопротивление, если они не поддерживаются людьми. Будучи наблюдателями или участниками таких перемен, мы должны помнить, что общественный диалог и взаимодействие играют ключевую роль в формировании нашего будущего. Путь к успеху никогда не бывает прямым и легким. Маск своим примером показывает, как важно смотреть вперед, несмотря на преграды, и не бояться идти на риск ради прогресса и будущих достижений. Важно лишь помнить, что все большие перемены начинаются с маленьких шагов и кропотливого труда. И, возможно, в этом кроется истинная мудрость нашего времени.